Всем привет, Самитори-чан! В японских магазинах продается много необычных и непонятных ингредиентов для готовки, и я сейчас говорю о японских овощах, фруктах и не только, на что смотришь и не понимаешь, что с этим возможно сделать. Лично я, когда только приехала в Японию, покупала только картошку и морковку, потому что в Японии это тоже есть, а все остальные японские овощи для меня долгое время были загадкой. Но постепенно я начала готовить японскую кухню и понимать, как и для чего это используется, и что это не настолько пугающе, как оно выглядит. Поэтому сегодня у нас будет видео о том, как использовать некоторые необычные японские овощи, начиная с вот этого. Вот эта вот грязная, непонятная штука, похожая на картошку. Это не картошка, а ренкон, на японском языке называется, корень лотоса. Да, в Японии едят корень лотоса, и это очень вкусная штука. Мне лично очень нравится на вкус этот корнеплод, наверное, или... Я не знаю даже, это корень. Не овощ точно. На вид он такой невзрачный, но если его помыть и разрезать, помытый ренкон все так же смотрится, как непонятная большая картошка, но сейчас я его разрежу. Вот так выглядит корень лотоса внутри, с такими вот дырочками. Здесь воздух обычно в корне, чтобы корни лотоса плавали в озере, потому что лотос растет в воде. Вот, и смотрится очень симпатично, часто используют в японской кухне для украшения разных блюд, вырезают так, чтобы было похоже на цветочек. Есть много способов, как можно приготовить корень лотоса ренкон. Один из них это нимоно, то есть протушить его с разными другими овощами, рыбой, мясом и так далее. Для блюда нимоно тщательно моем ренкон, чистим от шкурки и хорошо промываем, внутри тоже. Нарезаем ренкон крупными кусочками толщиной примерно 1 см. Также нарезаем другие овощи по вкусу, например, картошку, ямаймо или морковку. Овощи засыпаем в кастрюлю и сверху выкладываем рыбу или мясо. Чаще всего нимоно готовят с белой рыбой или с курицей. Добавляем 300 мл воды, 4 столовые ложки саке, 2 столовые ложки мирин. Вместо саке и мирин можно использовать сухое вино и 1 столовую ложку сахара, 3 столовые ложки соевого соуса и 1 чайную ложку бульона даши. Тушим на медленном огне под крышкой 15-20 минут или готовим в скороварке. Нимоно – это как жаркое по-японски, просто готовится и отлично согревает зимой. Насыпаем овощи и рыбу в глубокую тарелку, заливаем супом и подаем с рисом. На вкус корень лотоса очень хрустящий, немного похож на картошку, но не такой крахмальный, скорее даже безвкусный, но за счет своей текстуры очень популярный в Японии. И его можно использовать не только в нимоно тушеных блюдах, но и в супах, а также очень вкусно и просто это ренкон чизуяки. Для ренкон чизуяки, что переводится как корень лотоса, жареный с сыром, режем ренкон ломтиками и посыпаем солью и перцем. Готовим ренкон в микроволновке 1 минуту, чтобы он стал немного мягче. Слегка обжариваем ренкон с 2 сторон на подсолнечном масле и выкладываем в тарелку. Высыпаем на сковородку тертый сыр горкой, а сверху выкладываем ренкон. И жарим с 2 сторон до золотистой и хрустящей корочки. Получаются такие хрустящие чипсики из корня лотоса и сыра. Очень вкусно, очень просто, советую. Еще один необычный японский овощ, который я вам сегодня покажу, это ямаймо или нагаймо, также называется. Это вот такое вот непонятное. Ямаймо это тоже корнеплод и переводится как яма это гора, имо это
картошка на японском языке. В Японии есть очень много разных видов картошки, не только джагаймо, обычная, привычная многим картошка, но и ямаймо, вот такая вот длинная, непонятная, волосатая картошка, смотрите, у нее волосы даже есть. Также есть сатоимо, это тоже вид, тоже волосатая картошка, но круглая. Сацумаймо, сладкая картошка, батат и так далее. Поэтому, да, это можно назвать картошкой, далеким родственником картошки. Ямаймо — необычный овощ не только своим внешним видом, но и своей текстурой. Если почистить ямаймо, то можно увидеть, что этот овощ очень слизкий. Это слизкая, хрустящая на вкус картошка. Тоже не слишком крахмальная на вкус, как обычная картошка, но довольно близко, как мне кажется. Он очень слизкий овощ, корнеплод. Поэтому я вначале не знала, как его использовать, но по-настоящему очень просто. Можно использовать так же, как обычную картошку, или, допустим, добавить в то же нимоно, тушеные овощи. И еще один очень простой, но мой один из самых любимых рецептов ямаймо — это омлет с этой картошкой. Натираете картошку на мелкую терку, так чтобы она превратилась как в слюнеобразное пюре. Не пугайтесь, это вкусно в конце. Японцы даже едят это сырым, между прочим, поливая на сашими или даже просто на рис или гречневую лапшу. Но сегодня мы будем это готовить, потому что не всем нравится сырой вкус этой картошки. Смешиваем ямаймо с яйцом и жарим это как омлет. На 2 порции я использую 2 яйца и 300 грамм ямаймо. Добавляем щепотку соли, немного соевого соуса и зеленый лук и сыр по вкусу. Перемешиваем и жарим на хорошо разогретой сковородке на среднем огне под крышкой, пока омлет слегка не затвердеет. За счет картошки ямаймо омлет получается не только более сытным, но и более воздушным. Еще один необычный японский овощ – это кабоча. Кабоча – это тыква, но, как видите, не похожа на обычную тыкву, у меня только кусочек кабочи. Вот такая вот она, зеленая снаружи кожура и оранжевая внутри. Главное отличие кабоча от обычной тыквы – это не только ее внешний вид, но и ее вкус. У кабоча более травянистый вкус, если можно так это описать. Если обычно тыква подходит для разных молочных супов или пирогов с тыквой, оладушки из тыквы, то кабоча — это именно японская тыква, которая подходит для японских блюд. Текстура кабоча, она, если варите кабоча, она очень такая разваристая, очень мягкая и прямо как крошится даже во рту. Поэтому использовать ее можно тоже для разных супов. Кабоча очень вкусно, если делать мисо-ширу, мисо-суп с ней. Для мисо-супа с кабоча нарезаем кабоча кубиками. Кожуру тоже можно использовать, но будьте аккуратны, кабоча очень твердая и трудно режется. Из других ингредиентов можно использовать лук, морковку или тофу. На 2 порции добавляем 1 чайную ложку бульона даши и 500 мл воды. Кабоча варится довольно быстро, примерно через 5 минут, когда кабоча стала мягкой, выключаем огонь и добавляем 1 столовую ложку пасты мисо и соль по вкусу. Варим на тихом огне 1 минуту и готово. И также одно из самых простых блюд, но вкусных, проверенных блюд с кабоча – это темпура. Очень вкусно, очень просто, если делать все по рецепту. Нарезаем кабоча тонкими ломтиками. Можно также использовать и другие овощи на ваш вкус. Для кляра смешиваем 50 грамм муки для темпура или обычной муки с 70 мл холодной воды. За счет холодной воды, а также немного майонеза, кляр получается более хрустящий. Обмакиваем овощи в кляр и жарим в хорошо разогретом масле до хрустящей корочки. Также в Японии используют очень много разных листьевых овощей. Здесь огромный выбор, тысячи разных видов листьевых овощей, похожих на какие-то травы, или это овощ, или что это. И первое время реально не знаешь, что из этого готовить. Салат вроде
страшно готовить из непонятных овощей листьевых. Может быть, оно невкусное или горькое, или должно обязательно быть термически обработано. Поэтому первое время я боялась готовить, но постепенно привыкла и сейчас использую очень часто вот такие японские листьевые овощи. Допустим, это комацуна называется. Также, думаю, используется в Китае. Часто вижу этот овощ в китайской кухне. Это родственник вроде как капусты, если я не ошибаюсь. Вот такой вот. И он используется полностью. И листья сверху, вот эти зеленые, и эта часть тоже очень вкусная. Можно готовить по-разному. Опять же, тоже нимоно, тушеные овощи, проверенный вариант. Все, что мы не знаем, можно тушить, и это будет вкусно с соевым соусом. Также можно готовить в китайском стиле с чесноком, соевым соусом. Комацуна режем кусочками длиной примерно 4 сантиметра. Моем и режем грибы на ваш вкус. Креветки чистим, заливаем 1 столовой ложкой саке и 1 чайной ложкой соли. Хорошо перемешиваем. Можно пропустить этот этап, но саке и соль помогают убрать морской запах. Для соуса смешиваем 1 столовую ложку устричного соуса, 1 столовую ложку саке, 2 чайные ложки соевого соуса, 2 чайные ложки сахара и половинку чайной ложки куриного бульона. На кунжутном масле обжариваем перетертый чеснок и перец чили и добавляем креветки. Хорошо обжариваем и добавляем комацуна и грибы. Слегка обжариваем овощи и заливаем все это соусом. И это еще не все. В Японии реально очень много разных необычных овощей. Поэтому, если вам понравилось это видео, жду ваших комментариев. Если вам интересно, могу сделать вторую часть. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще. Всем пока. 이제 스베이스는